Наступил декабрь, месяц, когда зимняя сказка обрушивает на Москву мягкое, но беспощадное покрывало снега и льда. Ветер носит крошечные снежинки, словно живые создания, мелькающие в свете уличных фонарей. В такую ночь, когда улицы кажутся безмолвными, а город подготовившимся к отдыху, Елена и ее муж Алексей решили вернуться домой поздним вечером. Люди, поверившие в уют и тепло домашнего очага, не могли предположить, насколько глубоко тот вечер изменит их жизнь. Елена — хрупкая, но решительная девушка. За ее спокойной улыбкой скрывается душа, в которой царят сострадание и доброта. Алексей высокоиспанный, высокий, крепкий и спокойный. Он тот, кто всегда поддерживает Елену любой ценой. Вместе они давно планировали субботнюю прогулку с питомцами. Их дом уже насчитывал 6. 4 собаки, кошка Мурка и кролик Пушок. Но в тот вечер снегопад застал их врасплох, и возвращение домой стало настоящим испытанием. Когда автомобиль плавно скользил по заснеженной трассе, фары высекали из темноты очертания. Одинокая фигура на обочине. Казалось, время остановилось. Снегируется, машины проносятся, а между ними существо, с трудом продвигающееся по пути. Елена замедлила шаг двигателя. Алексей нахмурился, когда увидел. Это собака. Мощная, но унылая, словно замерзшая тень, брошенная небом на дороге человеческого мегаполиса. Собака не подавала признаков жизни, кроме медленного, едва различимого шага. Страх и сочувствие в глазах Елены переплелись в решительное желание помочь. Только рядом с ней таяло жесткое покрытие снега. Под каждым шагом шерсть песика превращалась в сосульки, что тихо падали на дорогу, хрустя и мгновенно тая на горячем асфальте. «Она так-то!» — прошептала Елена Алексею. «Нам нужно помочь». На трассе машины двигались с огромной скоростью. Любой порыв мог стать роковым. Но в этот миг человеческая доброта оказалась сильнее страха. Елена и Алексей практически спешились и медленно выехали, ограждаясь машиной навстречку, закрывая собаку от опасных фар и загустевшей массы снега и льда. «Будь осторожен», — напомнила Елена своему мужу, сдерживая каждый сипящий вдох холода. «Держись рядом», — добавил Алексей, крепко придерживая ее за руку. Они остановились прямо перед собакой. Машина надежно блокировала траекторию. Елена медленно вышла из машины. Снег хрустел под сапогами. Тени от фар автомобилей мигали, отражаясь в ее глазах. Осторожно, почти на ощупь, она подала дрожащей собаке руку. Собака напряглась, глаза ее были открыты, как будто впервые за долгие месяцы. Она приняла руку, слегка потянулась, словно понимала, рядом есть доброта. Процесс посадки не занял много времени. Алексей помог поднять собаку, скрывавшую под снежным панцирем свое настоящее состояние. Обессилевшая, истощенная, но не сломленная. Они сумели поместить ее в багажник. Временное, но спасительное убежище из холода. По дороге домой. Холод проникал через автомобили, но внутри них было тепло, внимательное и обволакивающее. Алексей почесал собаку за щекой. Елена включила обогрев. Собака отдышалась, застыла, словно дыхание. Оживление возвращало ее к жизни. Вернувшись домой, они столкнулись с радостным взвизгом их животных. 4 собаки — Джек, Бим, Роза и Тайсон, кошка Мурка и кролик Пушок — обследовали гостя, обнюхивая его, виляя хвостами, пытаясь понять, кто этот загадочный новичок. Елена включила теплую воду, приготовила мягкий маленький матрасик, накинув пледы и одеяло. Слой снега и льда под Мишей моментально растаял, образовав глубокую лужу, словно сама природа плакала о ее страданиях. Миша, так решили назвать ее, дрожала, но уже позволила коснуться себя и расслабиться в тепле.
Елена принесла миску теплой воды. Маленькие глотки, осторожные взгляды. Затем выглядела еда. Куриное рагу и немного риса. Пес медленно съела все. Это был первый ее настоящий прием пищи за долгое время. На следующее утро началось настоящее расследование. По дороге к ветеринару Миша лежала в машине у Елены на коленях. Она все еще была истощена, кожа провисала, суставы слишком четко выступали, а каждое ребро было явственно обозначено. Тем не менее в ее глазах забрезжил свет. Маленькое, но живое пламя. В клинике оказалось, что Миша страдала от опухоли в желудочной области. У нее истончились десны, а зубы сточены до корня. Живот были раздут и болезнен. Врачи предположили, Миша пережила жестокое время. Отказы от корма, возможно, пытки или долгая жизнь в бедности – все это увековечило себя в ее теле. «Нельзя давать никаких прогнозов, нам нужно время», сказал ветеринар с тихой надеждой в мерцающем приближенном свете лампы. Поддерживая руку на груди у Елены, Алексей сказал: «Мы не можем ее отпустить. Пусть она станет нашей». Так Миша официально вошла в дом. Первые недели прошли под знаком любви, заботы и терпения. Ее шерсть начала отрастать вновь. Характер раскрываться. Она ограниченно бегала по коридору, осторожно изучая новые запахи. Шоколадный запах дивана, пряность имбирного печенья, уют котенка. И вот Миша уже не просто гость. Она стала полноправной частью коллектива. Кошка, кролик и другие собаки приняли ее. Иногда между питомцами возникала конкурентная игра, но она быстро превратилась в дружелюбное общение. Со временем, когда панцирь ледяной прошлой жизни полностью растаял, в поведении Миши появилось новое затаенное счастье. Она стала дышать глубже, мягко двигаться. И однажды ночью они услышали приглушенные стоны, хаотичное дыхание. «Может, это ветер?» — задумалась Елена. «Нет», — ответил Алексей, повернув голову. «Кажется, это она». Срочно вызвали ветеринара. Миша готовилась стать мамой. 5 маленьких щенков, столько бьющихся внутри сердец, стало светом надежды, который Елена ощутила с первой секунды. Роды прошли в доме. Тихо, тепло, спокойно. Елена и Алексей окружили Мишу любовью, ветеринара больше не требовалось. Все прошло естественно. 5 крошечных существ родились крепенькими, хотя еще беспомощными. Первые крики принесли радость, как будто весь мир замолчал, чтобы услышать малышей. Миша поняла, это ее шанс начать заново. И они начали. Сначала щенки были уложены рядом с мамой, под мягким пледом. Их шерстка была теплой, желтой, с прошедшим лохмами, как маленькие солнышки нового поколения. Кошка и кролик иногда осторожно подходили. Этот звук был настолько важен, что все четвероногие, включая прежних питомцев, пришли в восторг. Когда маленькие щенята подросли, дом превратился в настоящий уютный дом. 5 новых жизней требовали внимания, заботы, игр, но в каждом порыве чувствовалась общая радость. Родители готовили им миски, следили за гигиеной, водили поздно ночью на прогулку. И вот уже звонок к ветеринару. Всем вместе, чтобы сделать вакцинацию. Щенки с шумом щебетали, прыгали, узнавая новые запахи клиники, супруга и пресс. Волнения проскальзывали в их глазах. «Елена», — тихо улыбнулся ветеринар, — «каждая такая история — это искра надежды. Вы показали невероятное». Прошло несколько лет. Миша, теперь уже взрослая, красивая овчарка, живет полноценно. Она умна и предана, иногда задумчива, но всегда готова к новой игре.
Ее щенки растут сильными, дружелюбными и любознательными, как продолжение ее спасения. Дом, что объединил людей и животных в одно целое, стал олицетворением того, что даже одна ночь способна перевернуть жизнь многих. Одной девушки и ее мужа, одинокой собаки и ее будущего потомства. Мгновенный порыв к действию, когда судьба требует вмешательства, нет времени на раздумья, только на решительные поступки. Доброта начинается с малого, даже если вы лишь остановитесь на трассе, чтобы спасти одну жизнь, это уже подвиг. Невероятная сила семьи, расширенная семья — это не только люди, но и животные, чьи сердца также нуждаются в любви и заботе. Каждый имеет право на второй шанс. В этом мире возможно все, если мы готовы протянуть руку.